Друзья мои, всем привет, с вами Олеся. И сегодня я снимаю влог, снимаю его на Капри. Я приехала сюда на пароме. И вот мы сейчас гуляем по замечательной улице. Я не знаю, как она называется, но это какая-то, я так поняла, главная улица. Здесь самые интересные магазины и рестораны. Смотрите, какая красота. Кому интересно, в общем, пойдемте со мной погуляем. Виа Камерелли. Это была улица Виа Камерелли. Продолжаем рассказ про поездку на Капри. В предыдущих видео я рассказывала о том, как можно добраться на Капри, и также показывала нашу обзорную экскурсию на катере вокруг острова. Ссылки на эти видео я обязательно оставлю внизу в описании и также оставлю в конечных заставках. Можете пройти и посмотреть. Но сейчас пойдем с вами погуляем по улочкам острова. Мое первое впечатление от летнего Капри – это супер шумное место, плотно застроенное, с огромным количеством ремесленных мастерских, сувенирных лавок и люксовых магазинов. Такая шоппинг-столица мира с высокой концентрацией дизайнерских бутиков. Я там видела огромное количество бутиков и люксовых брендов, которых в Бари нету. А Бари, извините на минуточку, это столица региона Апулия. А Капри – это всего лишь небольшой остров с населением около 14 тысяч человек. Здесь 2 крупных города, пляжи и гостиницы. Но кроме магазинов, клубов, гламурных курортов и отельных комплексов, на маленьком Капри находится еще огромное количество интересных достопримечательностей. Финикийская лестница тут есть, церкви, монастыри, виллы и сады, крупный маяк. Если поставить себе цель осмотреть все, то нужно закладывать на экскурсии дней 5-6. Цены на жилье на Капри высокие. В сезон за ночь на двоих нужно отдать от 130 евро и выше. Поэтому туристы часто останавливаются на ночь в Неаполе, ну а потом на пароме ездят на день по островам. День на Капри, день на Искию, день куда-нибудь на Амальфитанское побережье едут. Паромы ходят с 7 утра и до 7 вечера. Билеты можно покупать онлайн, можно в кассах в порту покупать. Кстати, я в одном из прошлых видео говорила, что можно и с машиной со своей на пароме приехать. Но на самом деле ехать на паром со своей машиной мне показалось дурной идеей. Потому что дороги на Капри крутые и они очень узкие. И по этим узким дорогам ездят нестандартные узкие автобусы и машинки. И когда они встречаются на дороге, когда вот двустороннее движение, да, и проезжают рядом 2 машины, они замедляют ход и очень медленно и осторожно проезжают мимо друг друга, чтобы не поцарапать, не задеть, не сделать аварию. В общем, я даже не представляю, куда и как там можно ездить на обычной машине. Кто ездил по Капри на своей машине, пишите в комментариях.
Очень интересно узнать, как у вас это все получилось. За неимением своего транспорта мы по Капри передвигались на местных автобусах и маршрутках. Можно еще поехать на фуникулере, это круто, но он не часто ходит, и там надо тоже успевать купить билет. В сезон много желающих, можете просто не попасть. Еще можно брать местное такси. Машинки для такси – это такие яркие кабриолеты. Они очень красивые, прикольные, но на них тоже могут быть очереди, и там тоже надо быть попроворнее, а то стоит замешкаться, и красивую яркую машинку уведут из-под носа другие туристы, как это случилось с нами. Друзья спросили, как доехать на Капри из Неаполя и обратно. Ходят паромы, называются они Трагетто, и в порту есть кассы. Вот я, например, сейчас снимаю кассы в порту на Капри, видите, вот цены. Доехать до Неаполя стоит 20 и 21,5 евро, в зависимости от времени и компании. Вот здесь время. Ну, я так поняла, что каждый час, полчаса идет какой-то, как это называется, трагетто, это, ну, трагетто итальянцы говорят, не катер, а паром. Вот. И стоит 20 евро 21, и время поездки 45 минут. Здесь много киосков, в которых продают билеты. Они продают на разные компании. Вот видите, СНАФ, NLC. А также можно здесь купить до Соренто, до Позитано можно купить билет тоже на Трагетто. Вот видите, написано only cash, только можно заплатить только кэшем. Не принимают карточки. Пожалуйста, приезжайте на Капри, отдыхайте. Здесь классно, дорого, тесно. Сейчас очень много людей, и это нам еще сказали наши гиды. Они сказали, что это еще июнь, и почти никого нет. Это, говорит, еще нету людей. А вот когда люди будут в июле и в августе, здесь будет вообще жесть. Просто нельзя будет идти по улице. Вот еще я тоже показываю вам цены и время в Соренто, на Позитано и Амальфи. Кстати, багаж, вот, за него нужно отдельно платить 3 евро, а за животных 4,5 евро. И тогда вы сможете взять свое животное и багаж на борт корабля, на борт парома. Так, мы уточнили, значит, билеты по 6, билеты Ридотто, то есть со скидкой, неполная цена. Получается, нужно платить 12 евро. Капри, Неаполь, Неаполь, Капри. Это для детей до 12 лет.
посмотреть на Капри? Ну, конечно же, это Фаральони. Это огромные скалы, выступающие из моря. Они являются визитной карточкой Капри. Вы наверняка видели фотографии скалы с проемом, которая называется Арка влюбленных. Я немножечко рассказывала уже про эти скалы в предыдущем видео, в котором мы ездили на катере вокруг острова. Во-вторых, можно посмотреть Голубой грот. Это такая пещера 60 на 25 метров, в которую можно попасть только на небольшой лодке. Солнечный свет подсвечивает морские воды в гроте, и они поэтому кажутся голубыми, и поэтому так и называется Голубой грот. Кроме этого, можно посмотреть Монте-Саларо. Это высокая гора на острове высотой 589 метров, и с этого места даже можно увидеть Неаполь и Салерно. Можно подняться в город Анакапри. Мы в этот раз в Анакапри не доехали. Мы провели все время в городе Капри. Но если подняться чуть выше, то попадаете в город Анакапри. Это второй крупнейший городок острова. И это очень красивое место. И к тому же очень удобное, потому что из Анакапри можно отправиться на Монте-Саларо, на мыс Карена и на маяк можно отправиться, в церковь Архангела Михаила или поехать в знаменитый Красный дом на обрыве. Кроме этого, на острове обязательно надо посетить площадь Умберто I. Это площадь в городе Капри. Город называется так же, как и остров, да? И эту площадь еще называют площадь Капри. И ее считают самым центральным местом острова, сердцем острова. Еще на острове есть много интересных вилл, которые тоже можно посетить. Например, вилла Джовис, это вернее не сама вилла, а то, что от нее осталось. Когда-то это была одна из самых больших вилл в мире. Площадь 7000 квадратных метров, и строили ее по воле императора Тиберия в честь бога Юпитера. Есть еще вилла Сан-Микеле. Вилла Сан-Микеле или дом-музей шведского врача Акселя Мюнте. И это очень красивое, интересное место с бельведерами, с садами. Кроме вилл, церквей, монастырей, на Капри можно посетить пляжи. Пляжи Капри с невероятной прозрачной сине-зеленой водой. Есть как платные, так и бесплатные пляжи. Поэтому, если вы приезжаете в теплое время года, вы можете позагорать и искупнуться. Также можно взять обзорную экскурсию вокруг острова на катере. В прошлом видео я как раз рассказываю про такую экскурсию, и на ней показывают главные достопримечательности острова Капри с моря. Если вам интересно, оставляю внизу ссылку, можете пройти посмотреть. И, конечно же, на острове можно еще посетить обзорные площадки, потому что самое прекрасное, что есть на Капри, это потрясающие виды, от которых захватывает дух. Полюбоваться этими прекрасными видами можно с бельведеров, которые разбросаны по всему острову. Бельведер Трагара, Пиццолунго, Пунта-Каноне, Сады Августа, Мильяра и площадки на вилле Сан-Микеле. Дольче Габбана. В Баре нет такого магазина, а здесь есть. Как я захожу. Потом тебе скажу. Мороженое мы должны попробовать. Конечно. Должны начать с мороженого. Вернуться туда, где вкусно пахло. Съесть мороженое. Просто обязаны. Друзья мои, помните Биолетти? Вот эту коллаборацию Дольче Габбана и Биолетти. Она вот здесь тоже представлена в магазине Дольче Габбана. Кстати, то, что я говорила про качество, видите, бывает, вот здесь тоже на витрине стоит, и я вижу прям под надписью маленькие точечки. И это вот маленькая кофеварка, да, хотя маленькие кофеварки, они лучше качеством делаются, чем большие. И очень много вещей такой же расцветки, как эти кофеварки, которые подходят этим кофеваркам. Да, кстати, этот магазин, я не сказала, магазин этот на Капри находится. В городе Баре, где я живу, такого магазина нету Дольче Габбана, а вот на Капри есть. Видите, какая красота, подносы. Вот все в такой же расцветке. Красота. И тарелочки там еще есть. Сейчас подойдем в тарелочки, посмотрим. Вот я смотрю тарелочки, я думала, это тоже может быть с Биолетти, но продавец-консультант объяснила мне, что эти тарелки Дольче Габбана сделаны в коллаборации с компанией Emiliano SRL. И видите, они тоже такой расцветки, что хорошо скомплектуются такие тарелки с кофеварками, из коллаборации с Биолетти. Видите, какие они? Они большие, это такие блюда, это не тарелки, даже скорее блюда. Вот они такого размера.
И очень красивые. Они тоже, у них 4 мотива. Какие-то сицилийские, какие-то еще. В общем, типичные итальянские мотивы. Очень красиво, ярко. Ой, такая тарелка, конечно, привлекает взгляд. Ну и вот голубая тоже у них расцветка. Сегодня голубая такая коллекция. Вот еще тарелочки тоже наверху. И, смотри, звериные еще мотивы есть. О, супер. Черно-белые, голубые, леопардовые и вот такие вот сицилийские яркие тарелки. Что можно привезти с Капри? Капри, ребята, это такая мекка шопинга. Такой концентрации дизайнерских магазинов, как на улице Капри, я вообще нигде не видела. Но кроме бутиков, на Капри много ремесленных магазинов и выставочных залов. Самыми популярными сувенирами с острова считаются сшитые вручную сандалии, которые похожи на произведение искусства. Все в камушках, красивенькие такие. Можно также привезти парфюм или манчеллу. Сандалии вам пошьют в магазине мастерской. Там нужно просто замерить стопу, выбрать тип ремней, который вам нравится, выбрать камушки, и вам сделают обувь по вашей ноге меньше, чем за час. Стоимость сандалий от 100 евро и выше. Ну, в среднем цены на витрине были где-то по 200 евро за пару. А еще на Капри вы можете сделать духи своими руками. И это старинная традиция, которая уходит корнями к 15 веку. Кроме этого, в магазинах и в лавочках вы найдете огромное количество всевозможных итальянских гастрономических вкусностей. Ну, самое традиционное, конечно, это ликер из лимонов. Лично я привезла домой с Капри огромные цитроны, ну или чедро, как их называют итальянцы. Это гигантские цитрусовые со съедобной кожурой и кислой мякотью. На вкус она похожа на лимон, а по структуре на помело. Друзья мои, я думала, что это лимоны. Посмотрите, какие огромные фрукты. Но это не лимон, это чедро. Чедро. Видите, они просто огромные, они как будто какое-то помело, но в форме лимона. Как мне объяснили, их не для сока лимонного разводят. Это тоже кислый такой фрукт из семейства цитрусовых. Их используют для того, чтобы почистить. Там такая толстая кожура, вот с белым этим веществом, да. Посыпают их сахаром, кожуру и едят. Едят кожуру, едят цедру. И так это называется на итальянском чедро. Невероятный какой-то фрукт. Нужно обязательно купить домой, попробовать, что это такое. Посмотрите, они огромные какие-то. Первый раз вижу. Кто пробовал, пишите, как вам нравится такое чедро. Первый раз их увидела на Капри. Очень прикольно. Кстати, погода, конечно, очень жаркая. Фу, в такую погоду гулять по городу, наверное, не совсем то. Лучше лежать на пляже. Но мы гуляем, потому что мы сейчас обедали и выгуливаем то, что наобедали. Очень интересная улица, красивая шопинг-улица. Здесь очень-очень много магазинов и ресторанов. Магазины все таких достаточно дорогих марок, в основном люкс. И замечательные, красивые ресторанчики. Здесь тоже делают. Красиво, очень красиво. Buongiorno. Fate a mano, sì? Тут fate a mano. Смотрите, здесь делают обувь, летние красивые сандали с кристаллами Сваровски. Делают все вручную. Вот мастер сидит, как раз делает очередную пару. Come si chiama negozio? Luna Mulier. Luna Mulier. Idioma latino significa donna luna. Luna Mulier на русский это переводится с латинского как женщина-луна. Видите, tutto naturale? Tutto naturale, tutto fatto in Italia. E i cristalli sono Swarovski con certificato. Noi siamo unici
Italia che abbiamo il certificato di Swarovski. Abbiamo Tu comprato. capirai meglio di me. Swarovski. Да, все сделано вручную, все из натуральных тканей. Сертификат у них есть Сваровский на камушке, на камни Сваровски, которые они применяют. И вот такие прекрасная обувь получается. Wow, Очень красиво. grande il ragazzo, è grandissimo. Очень красиво, ребята. Просто фантастика. Ah, Материалы. A Napoli giocatore Ah. Kvaratskhelia. Già è un idolo, eh? Mamma mia. C'è gente che viene dal tuo paese. Какая красивая обувь. Как оно блестит. Для отпуска на Капри то, что надо. Смотрите, какая красота. Soltanto qui potrai trovare la suola con il memory foam all'interno, il antiscivolo, anticonsumo sulla pianta e anche anticonsumo sul tappo. Видите, сразу стоит протектор снизу, защита, да, снизу под каблучком и под подошвой, для того, чтобы они не снашивались очень быстро. И здесь есть специальная прокладка, которая смягчает ходьбу. Видите? Очень выглядит классная обувь. Конечно, глаза разбегаются. И видите, все модные цвета сезона. Ну, я в восторге от этого магазина, конечно, супер. У меня глаза разбежались. Смотрите, смотрите, какая красивая пара. Я просто смотрю под платье, под мое. Очень классно будет. Tutti con la Sì, io ho certificazione. già visto questo all'inizio, l'ho già fatto. È bellissimo. Solo qui in questa negozio. Bellissimo. Что можно поесть на Капри? Еще несколько десятилетий назад поставки продукции на остров были ограничены, поэтому все исторические блюда основаны на ингредиентах, выращенных на острове. Ну, это, конечно же, помидоры, овощи, зелень, лимоны, свежая рыба и морепродукты. Сейчас уже проблем с продуктами нет, поэтому в любом ресторане вам предложат большой выбор блюд средиземноморской кухни. Обязательно выпейте коктейль с цитронами или апероль с потрясающим видом на морскую гавань. Из типичных местных блюд можно заказать салат капрези,
капрези, это местный салат с капри, лингвини с соусом из окуня, домашние равиоли с майораном, суп из мидий, баранину с картофелем. На десерт можете заказать торт без муки, который тоже называется капрези, и его делают с миндалем и с какао. И взять в качестве диджестива рюмку ликера лимончелло. Многие заведения на Капри открываются в середине апреля и закрываются в октябре. И немногие работают круглый год на самом деле. Цены на острове высокие. Ужин, не учитывая вино, обойдется где-то 40-60 евро на человека. Что хорошо, что многие рестораны выставляют возле входа меню, и поэтому вы можете предварительно прочитать, что у них есть, какие у них цены, и потом уже зайти, сделать заказ. И в счет еще обычно добавляется коперта, это сумма за обслуживание. 1-2 евро с человека. Это такая нормальная практика по всей Италии. Это такой аналог чаевых. Не совсем чаевые, да, которые вы отдаете официанту, но его заменитель. Да. Поэтому, если вы хотите оставлять чаевые официанту, то это уже на ваше усмотрение. Это не обязательно. Но если вы хотите, вы всегда можете это сделать. А фуникулер? Фуникулер. Фуникулер хочешь Вон. пойти? Если успеем. Море, я боюсь. Знаешь, который час? Должны già il Sepolmino найдем. 14:13. Пошли домой. Анкора останемся. Я не против. Потому что фуникулер очень там.
Так, друзья, еще немножко полюбуюсь на витрины. Почему я их так подробно снимаю? Потому что большинства из этих брендов в Бари нет. Их или никогда и не было, или они собрались и ушли. Вот перед пандемией некоторые бренды сбежали из города Бари во время пандемии и после. В общем, у нас на самом деле сейчас не так много люксовых брендов находится в Бари, поэтому я прям с удовольствием все это рассматриваю, смотрю, что есть в наличии, тем более, что это летние витрины. Я была летом на Капри, видите, такие яркие краски, просто невозможно оторваться. И, кстати, люди многие на улицах Капри одеваются тоже вот такие вот яркие, сочные цвета. Еще немножко посмотрим витрины, и мне пора будет уже возвращаться в порт. Моя поездка подходит к концу. Забыла пицца. 10. Вот здесь, кстати, вот смотрите, я снимаю сейчас для вас цены на одном из платных пляжей Капри. Бани Тиберио называется. Вход на пляж стоит 15 евро. Летину, то есть это шезлонг, 15 евро стоит. Седя с драю, это такое сиденье, на котором можно развалиться, 10 евро. Омбреллон, это зонтик, 8 евро стоит. Кабина привата, это кабинка, которую можно арендовать, там свои вещи оставить, переодеться. Кабинка такая стоит 15 евро. И Тело Маре стоит 7 евро. Тело Маре это пляжное полотенце большое. Вот такие цены были в этом году, этим летом на пляже Капри. Ну, вода в этом месте, конечно, чистейшая. Видите, этот пляж с галькой. Те, кто ценят и любят красивое чистое море, вам, конечно, сюда. А моя поездка на Капри подходит к концу, и мы отправляемся в порт на поиски нашего парома, на котором мы поедем с нашей большой группой обратно в Неаполь. И оттуда, из Неаполя, мы отправляемся домой в Бари. Вот, как видите, можно так съездить в таком режиме. Утром приехал на пароме на Капри, день там погулял, пообедал и потом вечером отправляться обратно в Неаполь. Но, как я уже сказала, что если вы хотите успеть и на пляже поваляться, и по магазинам походить, и посмотреть все интересные достопримечательности, которые есть на острове, то вам нужна примерно неделя. Ну, дней 5-6 минимум вам понадобится. Как видите, видео с поездкой на Капри получилось у меня какое-то длинное. Теперь, я надеюсь, понимаете, почему некоторые части я выделила отдельно. Отдельно я сняла, как мы сюда ехали, отдельно я снимала морскую прогулку вокруг острова. Ссылки на эти видео обязательно будут внизу в описании. Я надеюсь, что вы досмотрели до этого момента. В целом, Капри оставил у меня просто расчудесное впечатление, виды шикарные, и я знаю, что я буду приезжать сюда еще неоднократно. Ребята, девчата спросили, где в Неаполе купить билеты на паром, который идет на острова. Их можно купить онлайн или в билетерия Ticket Office, то есть в билетной кассе. Находится билетная касса прямо напротив стоянки этих паромов. Вот здесь вот садится на паром, а здесь билетная касса. Все, покупайте, катайтесь. Вот такой влог из Капри у меня получился. Спотыкнулась. Надеюсь, что вам было интересно. Если это так, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И увидимся с вами очень скоро в следующем видео. Чао-чао, всем пока-пока.